Армия обороны Израиля, по всей видимости, готовится к наземной операции в секторе Газа. Официальные лица делают противоречивые заявления относительно ее возможных целей. Один вариант – операция ограниченного масштаба, после которой террористические группировки Хамас и Исламский джихад потеряют военный потенциал на многие годы вперед, но не исчезнут. Второй вариант – войска занимают всю территорию сектора Газа и ставят ее под полный контроль Израиля, который лишает террористов власти и берет на себя всю полноту ответственности за 2,5 миллиона жителей Газы, которых 16 лет подряд идеологически обрабатывал тоталитарный режим Хамаса. Он вырастил целое поколение. Чтобы изжить такое наследие, понадобится десятилетия. В первый день войны мы называли такой сценарий невозможным. Уже через день перевели его в разряд маловероятных. Сегодня же поговорим о том, почему такой сценарий, даже если он воплотится наяву и окажется успешным, не поставит точки в палестино-израильском конфликте. Только перед тем, как продолжим, я хочу напомнить. У меня планируются живые выступления. Если кратко, сначала будет что-то типа спектакля с моим участием. Мы поговорим о России 2000-х там и как все получилось. Потом запишем ролик прямо на сцене на завтра, а потом пообщаемся, я поотвечаю на вопросы. Встречи будут в Великобритании, Европе и в Израиле. В Израиле запланировано на 24-е. Будем смотреть за инструкциями службы тыла. Ссылка на покупку билетов в описании. Приходите. Теперь к основной теме. Заявления о необходимости достроить, наконец, палестинское государство стали для международной политики правилом хорошего тона. Однако невозможно построить состоявшееся палестинское государство, пока существует государство Израиль. Претворить в жизнь концепцию двух государств, еврейского и палестинского, пытались не раз, и ничего не вышло, да и не выйдет никогда. А неразрешима эта проблема вот почему. Самоидентификация палестинских арабов строится не на национальности, не на религии и не на идеологии. Это все важная, но дополнительная атрибутика. В базе своей вся палестинская идентичность основана на земле. Представьте себе уроженца Филадельфии, который вроде бы американец, но полноценным американцем может быть только в Филадельфии. А в Нью-Йорке уже не может. Звучит странно, но с Палестиной именно такая проблема. Те из палестинцев, кто еще во время Первой арабо-израильской войны 47-49 годов переместился или был перемещен, пускай даже на 20 километров, например, из Ашкелона в Газу, они до конца жизни остаются беженцами. Так себя ощущают. Такими же оказываются их дети, внуки, правнуки и даже праправнуки. Уже 4-е поколение выходцев из Ашкелона рождается в Газе. Никто в семье уже и не знает, как вообще выглядит этот Ашкелон. Да и выглядит он уже совершенно иначе. Но они по-прежнему ощущают себя беженцами из Ашкелона. Именно так их воспринимают в палестинском обществе. И это будет продолжаться из поколения в поколение, до тех пор, пока Израиль не откажется от Ашкелона. Во многом в этом виновата Организация Объединенных Наций, которая в 1947 году приняла концепцию двух государств. Тогда было решено создать одновременно государство Израиль, государство Палестина и отдельный от них район Иерусалима и Вифлеема под неким международным управлением. Никто не понимал, что это вообще такое значит. План ООН был сам по себе малопонятный, и для него не придумали никаких механизмов реализации. Но в итоге, как только Израиль принял декларацию о независимости, на него при полном попустительстве ООН напали все соседние арабские государства. Желали его уничтожить и сбросить в море. Но по итогам Первой арабо-израильской войны никакое палестинское государство не возникло. Оно Лиге арабских государств и не нужно было. Они собирались просто уничтожить Израиль, а потом подраться между собой за его территорию. Израиль, однако ж, выстоял и оказался не в границах, определенных ООНовской схемой, а в тех границах, где остановилась линия фронта. А это было подальше. Потом эти границы менялись по итогам последующих арабо-израильских войн, которые тоже не привели к уничтожению Израиля, а совсем даже наоборот. В итоге всех этих войн арабские государства получили лишь миллионы беженцев от войны в лице палестинских арабов. Единственной арабской страной, которая давала палестинцам свои паспорта, была Иордания. Все остальные арабские государства намеренно палестинцев не интегрировали, но содержали в тяжелых условиях изоляции лагерей для беженцев. И наускивали их на Израиль. В результате весь палестинский национальный миф конструируется только на одной идее – вернуться и забрать свою землю.
В таком виде он дошел до наших дней, никакой другой национальной идеи так и не возникло. Правнукам палестинских беженцев из Ашдода нужен конкретно Ашдод. Ни в каком другом месте по соседству они строить палестинское государство не будут. То же самое с любым другим населенным пунктом на территории Израиля. Из-за этой особенности самоидентификации палестинцев настоящее палестинское государство может быть создано не вместе с государством Израиль, а вместо него. Если мы предположим, что Израиль отдаст палестинцам половину своей территории, все равно никакого жизнеспособного палестинского государства не получится. В нем также огромная часть населения останется потомственными беженцами. И смысл существования такой страны будет не в саморазвитии, не в том, чтобы люди жили лучше в этой стране, а в дальнейшей борьбе с Израилем за территорию. То есть для того, чтобы возникло палестинское государство, должно исчезнуть еврейское. Нетрудно догадаться, что на такой вариант Израиль не согласен. Он не самораспустится, сколько бы кто ни объяснял израильтянам, что так будет справедливо. Или не кидал ракеты в израильские города. Выход есть только один. Встроить палестинскую идентичность в состав какой-то более широкой самоидентификации. Проблему сектора Газа Израиль может окончательно урегулировать только вместе с Египтом. Проблему западного берега реки Иордан только вместе с Иорданией. И Египет, и Иордания уже давным-давно переболели темой уничтожения Израиля. У них с еврейским государством подписаны мирные договоры и налажены партнерские отношения. Но ни Египту, ни Иордании не нужна лишняя головная боль в лице миллионов палестинцев, большинство из которых заражены хамасовской пропагандой. Только международное сообщество может придумать такую систему стимуляции, чтобы эти или другие арабские страны захотели интегрировать палестинских арабов. И на этом гиблая идея палестинского государства должна быть закрыта. Тогда не только Израиль обретет безопасность, но и палестинцы. Прекратятся десятилетия откровенных издевательств над ними, потому что закончится история палестинских ДНР и ЛНР, находящихся в перманентно подвешенном состоянии. Палестинские арабы начнут нормальную жизнь в понятных и состоявшихся арабских государствах. Согласно ироничному замечанию одного из израильских докторов наук, на крохотном клочке земли сейчас существует аж 3 разных государства палестинских арабов. Первое – это Израиль. Более 2 миллионов его граждан являются арабами. Израильские власти на протяжении десятилетий работают над тем, чтобы у тех была двойная идентичность. Типа, да, мы арабы, арабы-мусульмане и арабы-христиане, друзы и бедуины, и при этом мы граждане и патриоты государства Израиль. У арабов в Израиле широкие права. Есть своя система образования на арабском языке, со своим арабским ЕГЭ, свои суды и другие параллельные государственные институты. Редко какое государство предоставляет такие права меньшинству. В целом, работа с арабским населением идет успешно, хотя еще и близко не завершена. Второе палестинское государство – округ Иудея и Самария, более известный как западный берег реки Иордан. Его столица – Рамалла. Правящей силой тут является условно умеренный и условно светский Фатх. И пока он у власти, Израиль может сосуществовать с западным берегом по принципу ни мира, ни войны. С Фатхом невозможно договориться о границе, поскольку весь его смысл существования в предъявлении территориальных претензий к Израилю, которые невозможно удовлетворить априори. Нет никакой формулы окончательного урегулирования. Ее пытались найти 5 израильских премьер-министров. Все хотели получить мир в обмен на территории, как это сделали, например, с Египтом. Очень хотели, но ничего не вышло. А единственная альтернатива Фатху на западном берегу – ультрарелигиозное террористическое движение Хамас. Смысл существования у него сформулирован попроще, чем у Фатха. Не спорить с Израилем о границах, а уничтожить его. Собственно, именно такой смысл существования у третьего палестинского государства – сектора Газа. В радужных фантазиях некоторых чиновников из ООН изолированные друг от друга сектор Газа и западный берег реки Иордан образуют вместе единое государство Палестина. Где-то даже их посольство вроде как есть. В действительности, с 2007 года Газа не подчиняется Рамалле. В секторе Газа действует тоталитарный режим Хамаса и его союзника группировки «Исламский джихад». Придя к власти в 2007 году, хамасовцы просто переубивали активистов Фатха. Беда в том, что Хамас реально пользуется почти всенародной поддержкой. Не только причем в секторе Газа, но и на западном берегу. Если провести там честные выборы, на них, скорее всего, победит Хамас. По этой причине Фатх уже 17 лет выборов не проводит. Однако и Хамас, и Фатх
при всех их отличиях, не способны строить палестинское государство по соседству с Израилем. Да, Фатх после смерти своего первого лидера Ясера Арафата сам отказался от террористических методов борьбы против Израиля. Он все равно платит гонорары террористам, то есть поддерживает терроризм. И он никогда не откажется от политического противостояния и территориальных требований. Окончательно удовлетворить эти требования, как мы выяснили, может только сдача Израилем 100% своей земли. В прошлых видео мы всякий раз вспоминали соглашение в Осло между Ицхаком Рабином и Ясером Арафатом. Итогом этих соглашений стала чудовищная волна терактов на территории Израиля. Мы также говорили про инициативу Ариэля Шарона по одностороннему размежеванию. Изначально вроде бы благая идея вывести из Газы поселение и полностью оттуда уйти, дать им сектору Газа жить своей жизнью, в итоге привела к сегодняшней трагедии. Но есть гораздо менее известная, однако не менее показательная история переговоров премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и лидера Фатх Махмуда Аббаса. Казалось бы, Аббас не Арафат, а сравнительно умеренный и прагматичный палестинский лидер. Ольмерт, который очень хотел мира, подготовил очередной договор об окончательном урегулировании. Он выполнил все территориальные требования Аббаса, отдал ему часть Иерусалима, высчитал каждый квадратный километр территории, чтобы уж точно никто не был обижен. Махмуд Аббас отказался подписать договор. Эхуд Ольмерт послал к Аббасу левого израильского политика Йоси Бейлина со словами: «Ты же лично дружишь с Аббасом, узнай, чего еще ему не хватает». Бейлин вернулся ни с чем. Лично Махмуду Аббасу всего хватало. Но он знал настроение палестинцев. Эти настроения не допустили бы подобного договора, где израильтяне и палестинцы могли бы поставить точку в своих территориальных спорах и заняться каждый своим государством. И это мы говорим про условно умеренный Фатх. Хамас и исламский джихад и вовсе религиозные фанатики, которые не намерены заниматься никакой созидательной деятельностью, пока не добьются окончательного уничтожения государства Израиль. Окончание палестино-израильского конфликта через соглашение с Египтом и Иорданией – это теория, выработанная в стенах израильских университетов. Если она когда-нибудь и воплотится, то не скоро. Сейчас же есть суровая практика. После нападения Хамаса Израиль проводит операцию в секторе Газа. По объектам в Газе наносятся непрерывные удары. Одних только авиабомб к вечеру 12 октября было сброшено более 6 тысяч. Остается все меньше сомнений в том, что это подготовка к наземной операции. Но все еще есть вопрос, какие цели перед собой поставила армия обороны Израиля и какие из них она выполнит. Случится ли поворот в истории региона? Или после кровавых событий 7 октября и операции возмездия все вернется к статус-кво? Этого мы не знаем. Но будем следить за событиями и рассказывать о них вам здесь. До завтра.